Ирина сидела за кухонным столом, сжимая в руках холодную чашку чая. Тишина в доме была оглушительной, такой, что казалось, будто стены сами шепчут о прошлом. Еще вчера она была женой, матерью, хозяйкой уютного дома в пригороде, а сегодня вдовой, чей мир рухнул в одночасье. Андрей, ее муж, погиб в автокатастрофе. Полиция сказала «несчастный случай». Но Ирина чувствовала, что-то не так. Она подняла взгляд на стопку бумаг, которые привезли из офиса Андрея. Счета, письма, договоры. Ее пальцы дрожали, когда она открыла конверт с логотипом банка. «Уведомление о задолженности», — гласила надпись. Сумма в $1 000 000 заставила ее сердце замереть. Дом был заложен, счета пусты, а на имя Андрея висел кредит, о котором она никогда не слышала. «Это ошибка», — прошептала она, но в глубине души знала. Ошибки не бывают такими точными. Ирина никогда не подозревала Андрея в обмане. Он был идеальным мужем, заботливым, внимательным, всегда с улыбкой. Каждое утро он целовал ее перед уходом на работу, а вечером рассказывал забавные истории за ужином. Их сын, 10-летний Максим, обожал отца. Но теперь, глядя на эти бумаги, Ирина понимала. Она не знала человека, с которым прожила 15 лет. Она решила начать с малого — проверить его кабинет. Андрей всегда держал его под замком, говоря: «Там скучные рабочие документы, Ир, не стоит копаться». Друзья, мы искренне просим вас. Поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал. Теперь замок был сломан ее решимостью. Внутри пахло кожей и старой бумагой. На столе лежал ноутбук, который она никогда не видела. Сердце заколотилось, когда она включила его. Пароль? Она попробовала дату их свадьбы. Не подошло. День рождения Максима снова мимо. В отчаянии она ввела «Ирина», и экран ожил. На рабочем столе была папка с названием «Проект». Ирина открыла ее и замерла. Фотографии. Десятки фотографий женщины с темными волосами и девочки лет 7. Они улыбались, обнимались, стояли у моря. На одной из них Андрей держал девочку на плечах. Ирина почувствовала, как пол уходит из-под ног. «Кто вы?» — прошептала она, глядя на незнакомку. На следующий день Ирина поехала в банк. Менеджер, молодой парень с усталыми глазами, выглядел так, будто предпочел бы оказаться где угодно, только не здесь. «Миссис Ковалева», — начал он, — «ваш муж оформил кредит 3 года назад. Деньги были переведены на счет компании. Мы не можем разглашать детали, но я его жена!» Голос Ирины сорвался. «У меня сын, дом, который, как оказалось, мне не принадлежит. Скажите, куда делись эти деньги?» Менеджер вздохнул и протянул ей распечатку. Среди строчек она заметила адрес. Небольшая квартира в центре города. Имя владельца — Ольга Сергеева. «Это ошибка?» — спросила Ирина, уже зная ответ. «Нет, мэм. Это имя указано в документах». Квартира находилась в старом доме с облупившейся краской. Ирина постучала, чувствуя, как кровь стучит в висках. Дверь открыла женщина с фотографии. Она была красивее, чем на снимках, с теплыми карими глазами и легкой улыбкой, которая тут же исчезла. «Вы кто?» — спросила она. «Ирина, жена Андрея». Ольга побледнела. Ее рука замерла на дверной ручке. «Проходите», — наконец сказала она, отступая в сторону. Внутри было уютно. Детские рисунки на стенах, запах свежесваренного кофе. На диване сидела девочка, та самая с фотографией, и рисовала что-то в альбоме. «Мама, кто это?» — спросила она, подняв голову.
«Лиза, иди в свою комнату», — мягко, но твердо сказала Ольга. Когда девочка ушла, женщины сели за стол. Молчание было тяжелым, как свинец. «Как долго?» — наконец спросила Ирина. Ольга опустила взгляд. 7 лет. Я встретила его на конференции. Он сказал, что разведен. Я поверила. Потом узнала правду, но было поздно. Лиза уже родилась. Ирина почувствовала, как слезы жгут глаза, но сдержалась. Он жил с нами. Каждую ночь возвращался домой. Как он мог? Ольга покачала головой. Он говорил, что любит нас обеих, что не может выбрать. Я не хотела разрушать вашу семью, Ирина. Но Лиза, она его дочь. А $1 миллион? Голос Ирины стал холодным. Это ты забрала. Ольга вздрогнула. Какой 1 миллион? Андрей сказал, что у него проблемы на работе, что он все исправит. Он никогда не говорил о таких деньгах. Ирина вернулась домой, но покоя не было. Она начала копаться глубже. Телефон Андрея, который полиция вернула ей после аварии, стал следующим ключом. В нем она нашла переписку с неизвестным номером. Сообщения были короткими. «Деньги на месте. Встреча в пятницу. Не подводи». Последнее сообщение, отправленное за день до аварии. «Ты зашел слишком далеко». Она набрала номер, но он был отключен. Тогда Ирина вспомнила про его друга, Сергея, который всегда казался ей подозрительным. Сергей работал в той же компании, что и Андрей, и часто звонил по ночам. Она встретилась с ним в кафе. Сергей выглядел нервным, теребил салфетку, пока она говорила. «Сергей, я знаю про кредит, про 1 миллион и про вторую семью Андрея». Что он скрывал? Он отвел взгляд. «Ира, не лезь в это. Андрей, он связался не с теми людьми». «С какими людьми?» Ее голос дрожал от ярости. «Одна компания — это не просто компания. Это прикрытие. Андрей влез в их схемы, думал, что сможет всех переиграть. Но они не прощают долгов». «И что теперь? Они убили его?» Ирина почти кричала. Сергей встал. «Я ничего не знаю. Не звони мне больше». Дома Ирина сидела в темноте, глядя на фотографию их с Андреем свадьбы. Она вспоминала его смех, его теплые руки. Как он мог так с ней поступить? С Максимом? С Лизой? Она не заметила, как сын вошел в комнату. «Мам, ты плачешь?» — спросил Максим. «Нет, солнышко», — соврала она, вытирая слезы. «Просто устала». «Папа вернется?» Его голос был таким маленьким, что у Ирины защемило сердце. Она обняла его, не зная, что ответить. На следующий день Ирина получила письмо. Без подписи. Только адрес склада на окраине города и записка. «Если хочешь правду, приходи одна». Она знала, что это опасно, но выбора не было. Ради Максима, ради себя, ради правды. Склад был заброшенным, с ржавыми воротами и запахом сырости. Внутри ее ждал мужчина в темном пальто. Его лицо было скрыто тенью. «Ты Ирина?» Голос был низким, с хрипотцой. «Да». «Где деньги? Что случилось с Андреем?» Мужчина усмехнулся. «Твой муж был жадным. Взял больше, чем мог вернуть. Мы дали ему шанс, но он решил нас кинуть». «Вы убили его?» Ее голос дрожал. «Авария? Нет, это не мы. Но он знал, что его время на исходе. Он бросил ей папку. Здесь все, что тебе нужно знать. И совет. Не копай глубже. Ради сына». Ирина открыла папку уже в машине. Внутри были документы, счета, переводы, имена. Андрей действительно влез в темные дела, но деньги...
Деньги ушли не Ольге и не Лизе. Они осели на счетах какой-то офшорной компании. Андрей пытался шантажировать своих партнеров, и это стоило ему жизни. Ирина вернулась к Ольге. Они снова сидели за столом, но теперь между ними не было вражды. «Он обманул нас обеих», — сказала Ирина. «Но Лиза, она ни в чем не виновата, как и Максим». Ольга кивнула, вытирая слезы. «Что ты будешь делать?» «Продам дом. Начну с нуля. А ты?» «Не знаю». Лиза спрашивает про папу. «Как ей объяснить?» Ирина посмотрела на детские рисунки на стене. «Мы справимся. Ради них». Ирина продала дом, выплатила часть долга и переехала с Максимом в небольшой городок. Она начала работать, заново училась доверять людям. Иногда она думала об Андрее. Не с ненавистью, а с грустью. Он был слабым, но любил их всех по-своему. Однажды, гуляя с Максимом по парку, она получила сообщение от Ольги. Фото. Лиза с улыбкой держит грамоту за школьный конкурс. «Она молодец», — написала Ольга. Ирина улыбнулась. Впервые за долгое время она почувствовала тепло. Жизнь продолжалась. И где-то там, за горизонтом, правда о $1 000 000 осталась лишь тенью прошлого, которое она отпустила. Друзья, мы искренне просим вас. Поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал.